И в конце концов, куда бы только не выстрелить, все, там уже 3 секунды, и все считают у тебя за спиной. 3, 2, похрену, 1. Привет, ты на канале Супер Арбалет. Сегодня тема не для новичков. Просто потому, что с новичками такая ерунда не случается. Таргет паника. Сегодня поговорим о том, что это такое, а в следующей части разберем, как с этим бороться. Проявлений бывает очень много, и все они разные. Кто-то не может дотянуть и отпускает раньше времени. Кто-то, наоборот, не может отпустить тетиву, застаивается. Кто-то не может завести мушку в центр. Кто-то просто боится промахнуться. Проще сказать, что таргет-паника – это все то, что мешает вам хорошо стрелять и хорошо попадать, но не имеет под собой каких-то физических проблем. Вы можете сделать этот выстрел, но психологическая причина не дает вам этого сделать. Именно поэтому это случается только с опытными стрелками, которые уже знают, как стрелять. В какой-то момент это случается со всеми. Поэтому все стрелки, да, можно условно поделить на 3 категории. Те, кто с кем этого еще не случилось, те, с кем это уже случилось, они это признают, и самая большая категория – это те, с кем это уже случилось, но они это не признают. Причины, вызывающие таргет-панику, можно условно поделить на те, которые относятся к стрелкам, использующим прицельные приспособления, и те стрелкам, которые не используют никаких прицельных приспособлений, интуитивщики. В зависимости от этого могут быть разные причины, вызывающие таргет-панику, но проявления могут быть одинаковыми. Так, начнем с тех, кто не использует прицельные приспособления. Основной причиной, вызывающей таргет-панику, является банальная боязнь. Так и надо сказать. Начнем с причин, которые касаются стрелков, не использующих прицельные приспособления. Основная из них – это банальная боязнь промахнуться. Нет никаких ориентиров, есть только ощущения, так называемая мышечная память, хотя мы понимаем, что в мышцах никакой памяти нет. Определенные двигательные программы, которые заложены тренировками. И в какой-то момент это может быть большой перерыв в тренировках. Это может быть, например, болезнь, после которой хуже ощущения. Может быть какая-то неизвестная новая дистанция, может быть какое-то новое помещение, освещение, да все что угодно. И люди теряют уверенность в своих силах. Им начинает казаться, что они делают что-то неправильно. Они начинают бояться промахнуться. И либо застаиваются, да, замирают с растянутым луком и никак не могут отпустить тетиву. Либо наоборот, выпуск, да, срабатывает преждевременно. Еще не до конца растянулись, еще не до конца прицелились, не до конца успокоились, не доделали что-то, а тетива уже срывается с пальцев. С прицельными стрелками чаще другая история. Они концентрируют все свое внимание на мушке. Они хотят загнать ее в самый центр мишени. Они хотят попасть в самую середину. Но не получается удержать ее там неподвижно. И вот эти непостоянные колебания мушки в мишени вызывают как раз панику. Это может быть состояние прям действительно паническое, вплоть до холодного пота и дрожи. Вот. Это может опять выливаться в застаивание, когда чрезмерно люди зацеливаются, стараясь изо всех сил удержать, и к моменту, когда приходится делать выстрел, сил уже нет. Или, опять же, это вызывает ранний выстрел, раннее отпускание. Или, например, если это блочный лук, нажатие на релиз. Почему же таргет-паника касается только опытных стрелков? Почему этого не случается с новичками? Дело в том, как устроена работа нашего мозга. У нас есть наше сознание, и у нас есть наше бессознательное. Да? Подсознание. В сознании мы можем удерживать постоянно, да, концентрацию на одной, максимум на 2 вещах. А процессов в момент стрельбы происходит великое множество. Новички, пока они изучают технику стрельбы, они изучают ее поэтапно. Они сначала отрабатывают стойку, потом они отрабатывают положение рук, положение головы. Они постоянно концентрируются на этих вещах, они постоянно их держат в сознании. Поэтому они больше управляют этим процессом, поэтому они больше уверены в том, как и что работает. Когда мы становимся опытными стрелками, большинство этих операций переходит в бессознательное.
мы делаем их автоматически. Это и есть смысл наших тренировок. Мы стараемся раз за разом делать выстрелы правильно, для того, чтобы запомнить правильное их исполнение, и потом, не думая об этом, правильно их выполнять. Все эти сложные движения собираются у нас в некий набор моторных программ. Нам нужно, например, сделать простое движение рукой. Например, пожать руку. Мы не думаем о каждом движении отдельно. Поднять руку сюда, распрямить ее здесь, повернуть ладонь так, сжать слегка пальцы здесь. Мы просто делаем это движение. Мы также ходим и еще много других движений. Отрабатывая на тренировках правильный выстрел, мы также закладываем себе определенные двигательные программы. Помимо этого, мы формируем некие триггеры, которые эти программы запускают. Например, звук кликера. Или, например, мушка оказывается в центре желтого. Или еще какие-то вещи, которые определяют для нас готовность к выстрелу. В конечном итоге, если где-то в этих программах или в наших триггерах происходит сбой, это и вызывает большинство явлений, которые проявляются у нас как таргет-паника. Как же бороться с таргет-паникой? Шаг первый – это признать проблему. Если вы не признаетесь в том, что с вами это случилось, вы не сможете проанализировать причину, вызывающую, а, соответственно, не сможете и подобрать метод решения вашей проблемы. Таргет-паника – это как алкоголизм, друзья. Если это с вами случилось однажды, это будет с вами до конца вашей жизни, поверьте. Но можно с этим бороться. Если вы поймете, что с вами это случилось, если вы это признаете, вы сможете найти причину, выработать способ и побеждать раз за разом. К сожалению, не все с этим справляются и пытаются решить проблему переходом с одного вида лука на другой, уходят из классики в блок, уходят из блока в традицию, но в конце концов просто бросают стрельбу. Они не решают свою проблему, они просто от нее уходят. Подводя итог, скажем, таргет-паника случается со всеми, рано или поздно. Но есть люди, которые находят в себе силы и побеждают ее, а есть люди, которые сдаются. Будьте победителями, не сдавайтесь. И для вас наша вторая часть, где мы рассмотрим способы, как побеждать таргет-панику. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч. Пока.